Я вытащил карту из заднего кармана. Она была промокшая и измятая, и линии, которые я провел на ней, чтобы обозначить маршрут, успели поблекнуть. Я уставился на свои пометки, надеясь, что они все-таки могут вывести меня из Амазонии, а не завести в ее дебри еще глубже. В центре карты еще можно было различить букву Z. Впрочем, она казалась не значком на воображаемом дорожном указателе, а скорее насмешкой, еще одним подтверждением моего сумасбродства. Я всегда считал себя беспристрастным репортером, всегда старался быть невидимым свидетелем, и я убедил себя, что именно поэтому я преодолел больше 10 тысяч миль от Нью-Йорка до Лондона, а потом к реке Шингу, одному из самых длинных притоков Амазонки. Именно поэтому я месяцами сидел над сотнями страниц дневников и писем викторианской эпохи. И именно поэтому я оставил дома жену и годовалого сына и дополнительно застраховал свою жизнь. Я уверял себя, что явился сюда лишь за тем, чтобы описать, как много поколений ученых и искателей приключений, поддавшись роковой одержимости, пытались отыскать решение загадки, которую нередко называли величайшей тайной неизведанных земель в 20 столетии, пытаясь установить местонахождение затерянного города Z. Многие считали, что в Амазонии, в глубине самых обширных джунглей в мире, скрывается древний город с целой сетью дорог и мостов, с множеством храмов. Даже в эпоху самолетов и спутников этот район остается одним из последних белых пятен на карте. Сотни лет он будоражил воображение географов, археологов, создателей империй, охотников за сокровищами и философов. Когда на рубеже 15-16 веков европейцы впервые достигли Южной Америки, они были убеждены, что в джунглях таится сияющее царство – Эльдорадо. Разыскивая его, сгинули тысячи людей. В более поздние времена ученые не раз приходили к выводу, что никакая развитая цивилизация не могла бы возникнуть в столь неблагоприятной среде, где почва малопригодна для земледелия, москиты переносят смертельные заболевания, а под пологом леса прячутся хищные звери. Этот регион обычно принято было считать диким краем. Безжалостные природные условия Амазонии послужили питательной почвой для одной из самых стойких теорий развития человека – экологического детерминизма. Согласно этой теории, даже если некоторые из первобытных людей и сумели выжить в этих тяжелейших на планете условиях, они представляли собой всего лишь немногочисленные примитивные племена, и их развитие вряд ли зашло далеко. Иными словами, общество – заложник географии. А значит, если бы в такой, по всей видимости, непригодной для жизни среде был обнаружен город Z, это открытие означало бы не просто находку неких драгоценных сокровищ или удовлетворение интеллектуального любопытства. Такое достижение, как провозглашала одна газета в 1925 году, вписало бы новую главу в историю человечества. Почти целое столетие исследователи жертвовали всем, даже собственной жизнью, чтобы отыскать город Z. Поиски загадочной цивилизации, а также тех бесчисленных людей, которые исчезли, ища ее, оказали влияние на творчество Артура Конан Дойла и Райдера Хаггарда. Между прочим, оба автора романов о первопроходцах в свое время сами поучаствовали в охоте на город Z. Иногда мне приходилось напоминать себе, что все в этой истории – правда. Кинозвезду на самом деле похитили индейцы. Действительно существовали людоеды, развалины, тайные карты и шпионы. Путешественники умирали от голода, болезней, нападений диких зверей и отравленных стрел. И за всеми этими приключениями и смертями стояла одна главная цель – понять саму суть двух Америк. Узнать, какими они были еще до того, как Христофор Колумб высадился в Новом Свете. Но сейчас, когда я рассматривал измятую карту, ничто из этого уже не имело значения. Я поднял взгляд на переплетение деревьев и ползучих растений, окружавшие меня со всех сторон. Я смотрел на кусачих мух и москитов, оставлявших струйки крови у меня на коже. Я потерял проводника. У меня кончились еда и вода. Засовывая карту обратно в карман, я двинулся вперед, пытаясь найти выход.
и ветки хлестали меня по лицу. Тут я заметил какое-то шевеление среди деревьев. «Кто здесь?» – позвал я. Ответа не было. Между ветвей мелькнула чья-то фигура. Потом еще одна. Они подходили все ближе. И я впервые задался вопросом: какого черта я здесь делаю?